Вот именно без 10:07 вечера вчера армия нанесла удар и попала в жилой дом, где я проживаю. Окна в доме 12-этажки повылетали везде. Сейчас вот начинаем убирать. Но часы остановились без 10:07. А я нажимаю. Мы нажимаем. Наконец-то зима у нас пришла Ой, хорошая. красивая. Дело в том, что наркотики, вообще я родилась в семье, где старший брат уже употреблял мой. И он, в принципе, и умер в раннем 37 лет, потому что не было лечения АРТ-терапии тогда. И всю жизнь мне хотелось помогать таким вот ребятам, чтобы они не умирали в раннем возрасте, чтобы они раскрывали свой потенциал. Но все равно, мой брат, он меня воспитывал с детства. Родители в основном на работе были. И вот я по его шагам пошла, думаю, надо и мне попробовать. Вот так вот я сама стала зависимой, а потом всю жизнь боролась со своей зависимостью и помогала другим людям жить с этим и жить качественной жизнью. Вот это у нас наша главная площадь. Здесь все события, когда происходят в Мариуполе, то происходит именно на вот этой вот площади. Дороги перекрываются. И вот так вот все это выглядит. Да. Мариуполь я полюбила не меньше Донецка. Это такой теплый город. Там столько людей разных национальностей живет. Город тружеников, город у моря. В окно у меня был замечательный вид. Это Азовское море из окна. Это была мечта всей моей жизни. И у моей мамы тоже была такая мечта. И мы как-то чувствовали, что такой, вот это ненадолго. Такое прекрасное место. Как-то, не знаю, у меня прям какое-то чувство всегда было, что что-то оно может здесь вот разрушиться. И мы ценили. Я очень часто снимала закаты в Мариуполе. В общем, мест там очень много, особенно на левом берегу, где мы жили. Там весь этот Комсомольский бульвар, но его потом переименовали в Морской бульвар. Вдоль моря, и деревья там акации цвели, потом сирень весной. И я просто думаю, какой человек замечательный посадил сирень вдоль этого проспекта и море. В общем, город очень красивый, особенно за последние годы его полностью восстановили, сделали ремонты. Утром разбудил меня телефонный звонок, позвонила подруга, когда-то мы 5 лет прожили в селе с мужем, и вот с этого села мне звонит подруга и говорит: ты знаешь, что твой дом градами обстреляли? Я говорю: а ты откуда знаешь? Она говорит: так уже по телевизору передали. Мы посмотрели новостные каналы, быстро еще связь была, действительно, и сразу решили выйти домой, забрать животных, там у меня еще 3 кошки оставалось. Еле-еле пробрались к дому, поднялись на 11-й этаж, там уже все было развалено, дом в щепку, так каждые 10 сантиметров осколками побитый. Это мой дом, а банк вот так выглядит сейчас. Эта сторона дома так выглядят сейчас балконы, первые этажи. Поднимаюсь себе на этаж, и там ночевала моя соседка, она на нас накинулась. Вот до этого момента она сидела в углу и дрожала после вечернего обстрела. Говорит: где вы были? Я тут одна. И у нее истерика.
приехал как раз ее сын забирать, и она, я никуда не выйду. Ну, в общем, это вот такой ужас у людей, паника началась, вот. Ну, я не знаю, мы как-то приготовленные к этому были внутренне почему-то, были собранные. Первым делом, значит, у нас там хотели открыть кабинет заместительной терапии коммерческий, ага, и офис рядом был. Я сразу побежала в этот кабинет забрать оттуда базу данных. Там была база данных с нескольких городов, людей, живущих в зависимости. Забрала этот компьютер и свои документы. Кошку одну только нашли и побежали к маме, потому что ну, там обстрелы были. То есть у нас за нашими домами уже заканчивается город и начинается поле. И там уже приняли решение, что сразу мы не будем эвакуироваться, а надо помочь людям еще заместительную терапию, потому что выдали кому там на 10 дней, кому на неделю. Медсестры готовы выйти, если Пиенко даст разрешение. И он дал разрешение. И открыли кабинет, выдавали людям на неделю, на 10 дней за неделю. То есть они могли получить, там мы считали, почти на месяц каждый получил. Обзванивать людей, кто-то смог приехать, кто-то уже тогда не смог добраться, тогда с Милекина пара, они уже тогда не могли приехать, потому что такие обстрелы, бензина уже нигде не купишь, ну, в общем, что такое паника в городе, вот. И еще в понедельник потом кабинет отпустил 20 человек. Нет, ничего. Она не... Боже, ты был, но она ничего. Я сейчас выйду. Очень страшно было. Ну, начались такие тотальные обстрелы, пропала связь, и совсем уже другая, сгорели все магазины, и все это было как за один день сделано. Все за один день сгорело, за ночь. Мы остались без света, без связи и без всего. Ну, мы нашли радиоприемник, у мамы был, где сказали, что будет зеленый коридор для мариупольцев с главных площадей города. Непонятно, где эта главная площадь. Но у нас одна главная площадь – это драмтеатр. Ну, идти туда с левого берега километров, наверное, 5 будет. Сказали, что в этот момент с 9 до 16 будут прекращены обстрелы, и люди могут передвигаться к этим площадям. Это говорил наш мэр города Бойченко. Вот. И мы решили с мужем уходить, потому что у него сахарный диабет. С мамой мы все обговорили, договорились с соседями, как за ней, ну, в общем, весь запас воды, у нее был большой запас воды, так как она дитя войны, но человек, в общем, в закалке военной. Больше, чем на месяц у нее воды было, еды, и соседи с верхнего этажа спустились к ней в квартиры, чтобы им было легче. Там вообще страшно на верхних этажах, а внизу более-менее так. Кто в погреб спускался, но моя мать ни разу даже в погреб не спустилась, все время на своей кровати ночевалась. Ну, не боялась она. Вот это последнее, что сказали выходить всем на площадь, мы решили идти с мужем. По дороге встретили несколько наших ребят. Они шли с аптечными препаратами, с какими-то, сказали, что там где-то аптека, уже начали по городу люди бегать с продуктами, но эти продукты разрешали брать наши военные украинские. Это не мародерство было. Или оно никому не достанется, или сгорит, или хоть люди разберут. Очень много людей повыходило, что кто с чемоданами идет, вот это все горит. Проводка, троллейбусы, все вот так вот уже, очень много машин сожженных и постоянные сокрушения в воздухе. Сейчас нас бомбят, мы сидим в подъезде чужом. Ужасная обстановка. Прямо сейчас зашли в чужой подъезд и за шкафом сидим, потому что хотели набрать воды старикам. Пошли на разведку, такой обстрел, начался прямо рядом ложатся все.
Нас привезли, но не в драмтеатр, а автобус собрал людей, опять бомбоубежище сначала все собрались, и полицейские украинские сказали, ждите, сейчас автобус приедет, отвезет вас в драмтеатр. Люди оставляли там, вот я хочу такую картину нарисовать, когда силы появятся, дерево, и оставляли там свои ключи от домов и уходили. Вот 4 часа вечера приехал этот автобус, и не в драмтеатр, а в филармонию привез нам. Это 700 метров от драмтеатра, тоже такое же большое здание. И открыли дверь нам и говорят, идите, вот зал, который для зрителей, открыли дверь и говорят, занимайте места, вот это вот ваши места. Стены крепкие метр, потолок, говорит, как картонка. Поэтому, говорит, вы защищены только с боков. Ну, другие все места уже были заняты. Вот так вот мы в этом здании прожили 21 день. Сначала было 200 человек, а потом больше 1000. И это было дети, взрослые, собаки, кошки. 8 марта 2022 года. Вот такое у нас 8 марта устроили. Так, филармония Мариуполь. Живет 700 человек. Стариков, женщин, с детьми. Пришло уже 700 человек. У людей нет ни квартир, ни домов. Разграблено все. Везде выбиты окна. В основном никто ничего не знает. Связи нет. Что самое, никакой информации. Кошмар. Привезли воду сейчас на ДК, вот, на филармонию. Единственное, что есть вода, вот это вот. Я здесь сейчас нахожусь со своим мужем. Я зависимый человек, но мне приходится как-то выживать. Дети, зайдите на... Заходите, дети! Стреляют, вы не слышите, стреляют! Дети, заходите, дети! Мы живем под постоянными обстрелами. Стреляют, чтобы дети зашли. Постоянные обстрелы, постоянное напряжение. Не знаю, мать моя не захотела поехать. Она там дома, а я здесь с мужем нахожусь. Продуктов намного привезли уже. Вот мой муж Костя, вот мой сын находится. Мы-то живы, ну когда это закончится? Там стреляют, не ходите. Заходите, ребята, там стреляют. В общем, здесь полиция, здесь это все. Красный Крест принес только ручки и бумажки с фломастерами, чтобы с детьми играть. Людей около 300 человек. Вот мой муж находится там, Костя. В таком кошмаре мы уже живем 2 недели. Я прошу весь мир, кто увидит, помогите. Помогите нам, Мариуполю. Пожалуйста, спасите Мариуполь и детей. Мы ходим на улицу, детки ходят на морозе в туалет. Начали болеть. И это все, когда эпидемия коронавируса, мы тут ходим. У нас не то, что коронавирус, у нас руки нечем помыть. Вечерами с 6 до 6 это было постоянно, мы не могли даже зажечь какой-то фонарик, потому что самолетов боялись, надо было в темноте сидеть. Комендантский час, вообще на улицу никто даже не пытался выйти. И один туалет всего лишь, и то для детей. В принципе, особой еды так не было, но мы кормили людей. Почему мы? Потому что я там стала сразу дежурить с первого дня. На первом этаже я помогала раздавать еду, мы организовали группы, кто-то готовил еду, кто-то приносил одно, военные там кое-что подвозили, воду, вот. Ну, в общем-то, каждый день уже становилось даже дышать нечем, воздуха уже не то, что там, у нас уже стекол нет, мороз, 8 марта, минус 10 мороза. С одной стороны, это защищало наши продукты, которые на балконе без холодильника, но они уже такие были, что ну, запах от этого мяса. А с другой стороны, от холода все просто прозябали. И так продолжалось до 15 марта.
А мне уже плохо стало, мы что на ЗПТ с мужем. И дозировку пришлось снижать буквально 4 раза. И там, где я работала, мы с 6 до 6 утра уже даже заметили, люди говорят: а ты что с тобой, Наташа, ты что-то плохо чувствуешь? А я говорю: да я, говорю, там, ну не буду ж людям, наши люди еще общество не принимает таких, такое лечение, вот. И думаю, нельзя уходить с первого этажа. Сюда приходят военные, сюда приходят какие-то новости. Какие-то пришла новость, что колода 13 числа первая выехала с драмтеатров, 30 автомобилей, и они доехали до Запорожья. И если я поднимусь туда, в зал, на 2-й этаж, там, где мы ночевали, то там, ну, во-первых, там очень страшно, потому что самолеты летают, и страшно под завалами остаться, вот. И не услышишь той нужной информации. Я говорю: Костя, тогда ты там сиди, лекарства там помогал он врачу раздавать. Ну, в общем, собрались и с нашего корпуса люди уезжать, так как те доехали. И собралось несколько машин ехать. Одна женщина, которая говорит: я все равно без лекарств умру. Решили детей маленьких, кто с грудничками, девочек, у кого были свободные места, в эти машины, ну, кто хотел. Я уже утром сижу, думаю, хорошо, люди вот уедут, правильно делают, но у нас там машины нет. И такая грустная, а мне по кухне эта соседка говорит: я ж еду, а одна, говорит, отказалась, мамаша с 2 близнятами, говорит: садись, с нами поедешь. Только, говорит, у меня бензина мало. И я говорю: так она с 2, а потом думаю, да, там, где одна, там и 2 поместимся. В общем, 7 мы в этой машине, не дождавшись даже 10 утра, потому что вроде как коридор, сказали, с 10 утра будет работать. Уже никаких коридоров, мы выехали, все блокпосты, просто были одни трупы. Ни украинских, ни русских мы не встретили, они все только были 200-е, все, больше мы были машины и 200-е. Еще кое-какие дома целые были в Мариуполе. И мы выехали за город, и у нас закончился бензин. Но уже заработал телефон. И мне как начали с мужем звонить, и наши с волны ребята, там, и наши юрист волны, с Винницы мой друг Игорь Ткаченко. Мать Костина дозвонилась, расплакалась, что он живой. Ну, в общем, доехали мы до Урзуфа. Там еще минус 10 пришлось переночевать в летнем домике. Ну и потом добрались до Бердянска, и там нам уже помогли, мы там уже нормально начали в себя приходить. Наша там сидит, Юля, да? Ай, бутылку! Элла, Юля, Да, Юля сюда. она мне ничего не говорит. Пошли, она ждет, потому что... А потом вы будете спрашивать. Да, перенеслись из-за того, что уникальные объекты эти были на этом, на таможне застряли. А это тоже Министерство здравоохранения? Это альянс, это международное. В ней пойдем тогда. Я же думала, Девки, где-то давайте собраться просто писать. хорошо, не Да. для работы, а так сфоткаемся для себя. На память. Да, я к Натахе вийшов. Мало кто интересуется вообще пациентами программы ЗПТ в Мариуполе. А это было 300 человек только в Мариуполе и в Донецкой области, там еще Краматорск, Славянск. Это 700 человек, людей, которые только на ЗПТ. 5000 ВИЛ-инфикованных людей, ВИЧ-инфицированных людей. И всем этим людям нужны жизненно необходимые препараты. Вот. Я хочу сказать, что врачи, конечно, достойно проявили себя. Я же говорю, нам разрешили, Пиенко разрешил препараты на месяц выдать практически, хотя тогда еще приказа не было на 28 дней, но вот так вот вышел из ситуации. Мы потом тоже, раздав препараты ЗПТ, пошли в центр СПИДа, и мужу надо было получить препараты по гепатиту,
и также остальным ребятам. Посмотрели, все работает. Врачи вышли даже во время бомбежек. Выдали препараты, кому АРТ на 3 месяца, но кому гепатит, был приказ давать тогда только на 2 месяца, а курс 3 месяца. И, кстати, мы в тот день видели последний раз нашу медсестру кабинета. Она сначала с нами на ЗПТ кабинете работала, Оля, потом в центре СПИДа. Она погибла, а дом возле Азовстали находился, и там вообще не оставалось жилого квартала, которые дома возле Азовстали были расположены. Нет этих домов под обстрелами. Моя подруга Ира Русских погибла. У нас же в последнее время начала работать амбулатория мобильная. Провели биоповеденческое исследование для людей, употребляющих наркотики, для женщин, секс-работниц. То есть добились уже многого, и начало все работать. Многих потеряли, и пациентов многих. Было 300 человек только в Мариуполе. Из них я вот знаю, что 50 пропало, 12 точно погибло. И когда люди уезжали с Мариуполя, некоторые умирали просто от того, что нет лекарств, и они в состоянии абстиненции по 30, по 40 лет употребления, они не смогли выдержать. Сейчас я нахожусь во Франции, в безопасном месте. Мы выехали через Германию. До этого примерно около 20 семей. Наша организация «Волна» помогла эвакуироваться именно с Мариуполя этим семьям за границу, это в Германию. И все ребята уже там начали получать. В начале, когда они поехали, было легко. Когда мы в августе поехали, у нас там на территории Германии проживает наш родственник, думали там остаться, рядом с Ганновером. Попали в лагерь, это для беженцев. Там, конечно, это мне напомнило Мариуполь, потому что даже не было где подзарядиться, розеток, не хватало еды, людей очень много тоже. Вот. И я решила, посоветовали, что еще второй план запасной было ехать во Францию. И так как нам там было тяжело давалось Германия, мы проехали там 3 города, везде нам отказывали. Говорят, а кто будет платить за ваши препараты, чья земля, а кто будет за проезд платить за это? Это ж, в общем, когда мы во Францию приехали, здесь действительно вот девиз этой страны «Свобода, равенство и братство», думала, не так работает, это думала просто лозунги обычные. А тут действительно намного легче дышится. Это не мобилка, Костя, это пластик просто. Очень много социальных услуг. Отношения с первого же дня нам дали, предоставили комнату, пусть вы в общежитии, но это не лагерь. Там был душ, были кровати удобные, печка, холодильник. Вот. На улице мы ни дня не было. Плюс потом еще ребята с Мариуполя приехали. Они получили квартиры в одном подъезде, 4 человека, вот две двухкомнатные квартиры получили. Они сами удивлены были, что такое отношение. ЗПТ не совсем прям сразу выдают на руки, но сначала получаешь вид на жительство. Этот вид на жительство тебе дает право страховка через 3 недели. Получаешь страховку, нам даже раньше, мы сказали, у нас препараты закончились, нас поставили, клиника СИДАП, там как помощь наркозависимым, и сразу же дали рецепт, и в аптеке ближайшее мы получаем каждую неделю или раз в 2 недели, там как врач напишет. Deuxième classe, то ошибки тоже не будет, у вас поймут, так тоже говорят. En première, s'il vous plaît, в первом, пожалуйста.
честно говоря, вспоминать все хочется забыть, потому что первые дни вообще я заснуть не могла. Мне все эти дома разрушенные перед глазами стояли, как будто я на самолете летаю вокруг этого города бедного. Потому что город этот действительно превратился в кладбище. Детские площадки все были могилами. Люди просто так вот хоронили соседей своих. Я, конечно, лежала там и думала, почему мы так мало вот думаем о войне, о военных преступлениях. Я больше всего боялась раньше там абстиненции или там чего-то еще. А самое страшное – это война. Вот такая вот неожиданная, сразу такая резкая, которая тысячу людей просто хоронит, просто семьями, люди под завалами, которые не могут, они там, кто-то от холода и голода. Это несправедливость. И я вот там себе такое приняла решение, что буду говорить о мире, потому что мир надо еще уметь уберечь. Мир надо уметь хранить и в сердце в своем. Это должно как бы человека воспитывать, такое горе. Я так понимаю. Какая-то ответственность. Все друг друга там спасали. Вот из нормальных людей. Мы когда вот выезжали, мне запомнилось, нас вывозил парень, мы из Бердянска не могли выехать. Я уже такая больная на этой дороге стою, у нас $300 оставалось. И никто не хотел там буквально 100 километров за $300 нас довозить до этого Сурзуфа, до Бердянска. Пока не остановил человек и сказал, я вас бесплатно довезу. И мы едем, и навстречу нам пустые машины в сторону Мариуполя. И везде написано «люди, люди». Едут за своими забирать из города людей. Вот это люди настоящие ехали. Люди, которые спасали, несмотря на то, что там мины на дорогах лежат, трупы, машины сожженные. Они ехали забирать. Этот ехал забирать соседку инвалида и нас бесплатно подвез. Этот Алексей. Вот таких людей, конечно, я бы хотела быть благодарна им. И вот это мне запомнилось. Быть человеком. Путь домой. Это путь домой. Путь домой. Это путь домой. Путь домой. И мечта моя, это чтобы у меня был дом свой. Просто дом, где я могу собирать своих друзей, общаться, приглашать людей, странников приглашать. Вот. И в профессиональном плане тоже хотелось бы, чтобы на берегу нашего Азовского теплого моря действительно было хорошее, или такой центр реабилитации, или центр как профилактических таких, чтобы мы придумывали, какие можно было профилактики, методы, собирались бы там летом, как мы мечтали встретиться в Мариуполе и показать свой этот город. Он там действительно настолько замечательный, теплый. Вот у меня в Мариуполе настолько светлые воспоминания. И я верю, что там мы туда вернемся и будем строить и созидать там. Конечно, самое большое желание, это было желание всей Украины. Я верю, что в 2023 году это исполнится, что Украина победит в этой войне. Украина будет хлебной житницей, о ней знает весь мир. И слава Украине!